Всем привет! Меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из QuizGo в OneBox. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные о заполнениях квиза из QuizGo в другие системы. Например, в OneBox вести учет данных из QuizGo удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных QuizGo. Теперь необходимо указать действие «Получить данные». На этом этапе необходимо создать виртуальный аккаунт QuizGo в системе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название при необходимости или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и продолжаем настройку. Скопируйте ссылку в поле URL для приема данных, на которую будут поступать данные из QuizGo, и перейдите в личный кабинет QuizGo. Перейдите к редактированию вашего квиза в раздел «Интеграции». Далее выберите раздел QuizGo Webhooks. Вставьте скопированную ранее ссылку и выберите тип Webhook PostJSON. После этого измените статус интеграции и сохраните параметры. Теперь необходимо совершить событие, например, заполнить ваш квиз для того, чтобы новые данные отобразились в системе Apex Drive. После того, как вы сгенерировали новые данные, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите тестовые данные. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем OneBox. Теперь необходимо указать действие «Создать заказ». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт OneBox к системе Apex Drive. Для этого необходимо указать домен, логин и API-пароль. Чтобы получить домен, переходим в личный кабинет OneBox. Скопируйте ваше доменное имя в адресной строке без дополнительных символов. Укажите ваш логин, под которым вы авторизуетесь в OneBox. Для того, чтобы получить API-пароль, возвращаемся в сервис OneBox. Теперь необходимо добавить приложение API. Просто кликаем «Установить». Выбираем OneBox, в котором необходимо установить наше приложение. Проверяем установку приложения. Далее переходим в приложение «Пользователи и сотрудники». Здесь вам необходим пользователь, у которого есть права администратора.
Если REST API пароль здесь не отображается, то вам необходимо указать пароль от этого пользователя и кликнуть «Сохранить». После этого REST API пароль появится в этом разделе. Скопируйте его и вставьте соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, необходимо нажать Enter. Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и продолжаем настройку. На этом этапе вы видите тестовые данные. Чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в OneBox». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!